Приветствую вас на канале Панцергренадера. В этом видео я расскажу, почему немцы называли свои танки ИСАУ именами животных и насекомых, а также покажу все образцы немецкого зверинца. Уверен, что о некоторых экземплярах бронетехники вы даже не слыхали. Итак, почему же немцы называли свои танки именами животных? Объяснений этой традиции два. Во-первых, название боевой машины именем животного подчеркивало ее характер и особенности. Например, пантера – быстрая и грозная, слон – толстошкурый и пробивной, шмель – опасный и больно жалящий. Во-вторых, это психологический прием, призванный запугать противника и одновременно вселить уверенность в своих солдат, демонстрируя мощь германского оружия. Хотя были, конечно, и откровенно комичные названия техники. Например, сверхтяжелые танки немцы решили назвать мышью и крысой. Рассмотрим весь танковый зверинец по порядку. Флампанцер-2, прозванный Фламинго. Первый немецкий огнеметный танк, созданный на базе Панцера II модификации «Д». Серийное производство началось в мае 1940 года. Всего было выпущено 112 таких танков, и еще 43 переоборудовали из линейных машин. В качестве вооружения было предусмотрено сразу 2 огнеметных системы, размещавшихся по бокам, и 1 пулемет в башне. Боекомплект «Фламинго» состоял из 320 литров огнесмеси и 1800 патронов. Дальность выстрела огнесмеси достигала 25 метров. С полным баком танк мог сделать около 80 выстрелов. Лобовое бронирование машины составляло 30 мм, а бортовое – 20 мм, что было недостаточно даже для защиты от противотанковых ружей. Поэтому «Фламинго» несли ощутимые потери на Восточном фронте, и их производство к началу 1942 года было полностью свернуто. Этими машинами были укомплектованы только 2 отдельных танковых огнеметных батальона – 100-й и 101-й. «Фламинго» воевали в составе 3-й танковой группы ГОТА и особо отличились во время штурма линии Сталина и в боях за Калинин. Панцеркампфваген-2 модификации L, больше известный как «Лукс», что в переводе с немецкого означает «рысь». На самом деле машина была продолжением ПЦ-2 лишь формально, а по сути имела совершенно другую конструкцию. Наиболее заметных изменений претерпела ходовая часть, опорные катки которой располагались теперь в шахматном порядке. Неизменными остались лишь бронирование и 20-миллиметровая пушка КВК-38. Для повышения боевой эффективности машины экипаж был увеличен до 4 человек. Поскольку «Рысь» задумывался как разведывательный танк, его направляли в танковые разведывательные роты. Машины начали поступать на фронт осенью 1942 года. Больше всех их получили 3-я и 4-я танковые дивизии. Всего было выпущено около 135 «Рысей». Экспериментальный танк ФК-1602, более известный как «Леопард». Машина задумывалась как разведывательный танк, способный вести разведку в тяжелых боевых условиях. Поэтому ему было решено нарастить лобовую броню до 80 мм в башне и 60 мм в корпусе, а также установить более мощное 50-мм орудие КВК-39 с длиной ствола 60 калибров, как у «Панцера-3» модификаций GLM. Несмотря на перспективность проекта, изготовлен был лишь 1 прототип. Немецкое командование решило отказаться от него в пользу «Пантеры», поскольку считало его легкой целью для основных танков противников Т-34 и Шермана. Башню «Леопарда» было решено использовать для тяжелого бронеавтомобиля «Пума». Камераден.
Чтобы не терять связь со своими подписчиками и постоянными зрителями из-за блокировок Ютуба, я решил создать канал Панцергренадера в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую редкие раскрашенные фотографии с подписью, штатные структуры различных подразделений в наглядном виде, информационные посты про выдающихся военных личностей, красочные арты боевой техники и вооружения, рисунки униформы и снаряжения солдат различных родов войск, а также все видеоролики, которые выходят на Ютубе. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь к сообществу самых активных зрителей проекта «Панцергренадер». Зондеркрафтфарцойг 234/2. Тяжелый четырехосный бронеавтомобиль, больше известный как «Пума». По праву считается одной из самых удачных бронемашин Второй мировой войны. «Пума» разрабатывалась как разведывательный бронеавтомобиль высокой проходимости, способный эффективно бороться с легкими танками и БТР противника. Имел посредственную броневую защиту 30 мм лоб, 8 мм бока, которая защищала лишь от пуль и осколков мин, но весьма солидное 50-мм орудие КВК-39 с дульным тормозом. «Пума» поступала на вооружение рот бронеавтомобилей, разведывательных батальонов, танковых или моторизованных дивизий. Больше всего машин числилось во 2-й, 7-й, 20-й и учебной танковых дивизиях, а также в дивизии СС «Лейбштандарт». Всего был произведен 101 бронеавтомобиль. Легендарный танк «Пантера». Большинство военных специалистов считает его лучшим немецким танком периода Второй мировой войны. Машина разрабатывалась под влиянием Т-34, имевшего рациональные углы наклона брони, в качестве ответа советскому танку. По немецкой классификации «Пантера» считается средним танком, однако по массе и вооружению скорее тяжелый. 75-мм орудие «Пантеры» КВК-42 по бронепробиваемости превосходило 88-мм пушку «Тигра». Боевой дебют танка состоялся на Курской дуге, где все 200 машин были сведены в 39-й танковый полк и подчинены дивизии «Великая Германия». Если на начальном этапе производства у «Пантеры» имелось множество детских болезней, приводивших к постоянным поломкам, то к концу войны ее конструкция была доработана практически до идеала. Тяжелый танк «Тигр». На момент создания он без сомнения был лучшей боевой машиной в мире по совокупности тактико-технических характеристик, что позволяло ему 1,5 года доминировать на поле боя. Хотя конструкция и не отличалась рациональным бронированием, лобовая плита в 100 мм обеспечивала хорошую защиту экипажу, а мощное орудие КВК-36, танковый вариант знаменитой зенитки 8-8, способно было поражать любой танк противников на расстоянии 2 километра. Интересно, что советские солдаты поначалу называли танк «слоном», поскольку на трофейном экземпляре красовалась эмблема 502-го тяжелого танкового батальона в виде мамонта. Этот рисунок и ввел в заблуждение красноармейцев. «Тигр» был очень сложным и дорогим в производстве, поэтому за все время было выпущено только 1354 танка. Они поступали на вооружение отдельных тяжелых танковых батальонов трехротного состава, в каждом из которых по штату 1944 года было 45 машин. Также по одной роте «Тигров» имели такие элитные дивизии, как Великая Германия, Лейбштандарт, Das Reich и Totenkopf. Королевский «Тигр» — вершина танкостроительного искусства Германии и одновременно неоправданное использование экономических ресурсов и производственных мощностей. Хотя лобовое бронирование достигало 150 мм под углом 50 градусов, его защита была порой слабее, чем у обычного «Тигра». Это было связано с тем,
что в 1944 году промышленность Германии испытывала острый дефицит цветных металлов, что негативно сказывалось на качестве броневой стали. Отсутствие молибдена в стали приводило к тому, что даже в случае непробития бронелиста осколки изнутри поражали экипаж. Главным козырем королевского «Тигра» несомненно была его сверхпробивная 88-мм пушка КВК-43 с длиной ствола 71 калибр. Боевой дебют танка состоялся 17 июля 1944 года в районе города Канн. На Восточном же фронте Королевский «Тигр» появился на месяц позже и впервые вступил в бой за Сандомирский плацдарм. Как и обычные «Тигры», эти танки состояли на вооружении отдельных тяжелых танковых батальонов. Кстати, на базе Королевского «Тигра» была разработана самая мощная и самая тяжелая самоходка в мире – Ягд-Тигр. Рекомендую посмотреть на моем канале ролик о ее боевом применении Отто Кариусом. Очень интересные рассказы. Сверхтяжелый танк Лёве, в переводе с немецкого «Лев», так и остался проектом на бумаге. Машина задумывалась как штурмовой танк с мощным 150 мм орудием и толстой лобовой броней более 120 мм. Разработкой проекта занималась фирма Крупп, главный конкурент Porsche, который председательствовал в танковой комиссии управления вооружений. Именно он и забраковал сверхтяжелый танк «Лев», заявив, что его проект «Маус» является более перспективным. Гитлер поддержал Фердинанда Порше, и 18 мая 1942 года разработка «Льва» была полностью свернута. Небольшое объявление. Рекомендую подписаться на резервный канал «Панцергренадера», чтобы не потерять связь в случае форс-мажора. Серия самоходных артиллерийских установок «Мардер», что в переводе на русский означает «куница», разрабатывалась для повышения мобильности противотанковой артиллерии. Большинство трофейных французских и чешских танков не вписывалось в немецкую концепцию ведения войны и банально устарело к 1942 году. Поэтому было решено использовать их для переделок. Так, шасси танков Гочкис, ФЦМ и тягача Лоррейн были использованы для создания Мардер первой серии, шасси устаревшего немецкого танка ПЦ-2 пригодилось для создания Мардер второй серии, а шасси чешского танка ПЦ-38Т послужило основой для создания Мардер третьей серии. В качестве главного вооружения самоходок «Куница» использовались 75-мм пушки ПАК-40 и 76-мм трофейные переделанные пушки F-22. Машины направлялись в противотанковые дивизионы танковых и моторизованных дивизий. Тяжелая самоходная артиллерийская установка «Элефант», название которой переводится как «слон». Это модернизированное штурмовое орудие «Фердинанд», которое получило курсовой пулемет, командирскую башенку, маску орудия и ряд других улучшений. Опыт боев на Курской дуге также показал, что наибольшие потери машины несли от противотанковых мин, поэтому передняя часть днища была укреплена дополнительной бронеплитой. Лобовое бронирование «Слона» было просто впечатляющим – 200 мм. Неудивительно, что в лоб эти самоходки практически не пробивались. Не менее весомым козырем было 88-мм орудие с длиной ствола 71 калибр, такое же, как у Королевского «Тигра». Противотанковая самоходная артиллерийская установка «Хорнисе», в переводе с немецкого «Шершень», в начале 1944 года была переименована в «Насхорн», то есть стала «Носорогом». Эта противотанковая САУ имела такое же мощное 88-мм орудие, как у «Слона» и «Королевского «Тигра». Однако, в отличие от них, не обладала феноменальным бронированием. Максимум, на что мог рассчитывать расчет «Носорога», это на защиту от пуль и мелких осколков. Боевой дебют самоходки состоялся на южном фасе Курской дуги. Из-за схожего силуэта с кормовым расположением боевого отделения советские военнослужащие нередко путали носорогов с Фердинандами. Машины
поступали на вооружение отдельных тяжелых противотанковых дивизионов. Всего было сформировано 6 таких дивизионов, по 45 САУ в каждом. Продолжение обзора немецкого зверинца будет во второй серии. Спасибо за внимание.